Один из самых главных вопросов. Какое количество времени должна прослужить шина? У одних шин ресурс больше, у других меньше. Что на это влияет? Давайте разберемся, какую шину лучше покупать. Если у шины ресурс больше, стоит ли ее покупать? На каждом колесе есть показатель, который называется индекс износостойкости шины. Для того, чтобы вычислить пробег, который может пройти эта шина, нужно разделить этот показатель на 4, и мы узнаем, на какой пробег эта шина рассчитана. Есть некоторые особенности, которые нужно знать. Чем выше цифра индекса износостойкости, тем хуже будет сцепление с дорожным покрытием. Резина, которая меньше изнашивается, имеет худшее сцепление с дорожным покрытием. При приобретении такой резины мы потеряем качество сцепления с дорогой, но получим более длительный ресурс. Из рекомендаций: не стоит гнаться за сильно высоким индексом износостойкости резины, но и не стоит пренебрегать этим показателем. В моем случае летняя резина имеет такой индекс сцепления, а зимняя вот такой. Допустим, есть резина с индексом износостойкости 100, а есть резина с индексом 600. Последняя резина рассчитана на пробег порядка 150 тысяч километров. Оптимальное значение индекса износостойкости резины 300-400. Данные параметры износостойкости будут оптимальны при подборе резины. Как для хорошей сцепки с дорожным покрытием, так и с точки зрения износостойкости резины и сроком эксплуатации. Надеюсь, данное видео будет полезным. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.